Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас агрогороскоп на июль месяц, и он посвящен делам цветоводов. Московское время, как всегда, и рассмотрим вот эти важные дела, которые готовятся делать наши прекрасные создатели красоты, цветоводы. Ну и все садоводы-огородники, кто любит цветы. 1 июля можно будет заниматься, это Овен уже с 4 часов 22 минут. Ну и 2 будет переход Луны из 3 в 4 фазы с 0 часов в 00 часов 12 минут, плюс-минус 12 часов. И получается, что у нас пассивов никаких нету, мы можем использовать все это время для проведения зеленых операций, для удаления бутонов, сухих листьев, вот все, что у вас там уже высохло на растениях, обрезайте. Зеленые операции приветствуются. А также очень хорошо в это время собирать семена цветов. Обрезайте. Обрабатывайте все свои цветочные растения, если есть в этом необходимость, против болезней и вредителей. Это очень важно сейчас и очень актуально. Уже 3 будет переход Луны из знака Овен в знак Телец. Но этот переход осуществится аж 15 часов 28 минут. До этого времени, с 7 часов 17 минут, Луна будет спать. Луна бескурсная, бесполезная Луна. Ну и очень хорошо в обеденное время при жарких высоких температурах нужно отдыхать. А затем уже после 16 часов 3, 4 все 24 часа и 5 до 19 часов можно будет выполнить очень много работ на цветниках и с нашими растениями в саду. Давайте мы их перечислим. Это у нас в первую очередь посадка рассады двулетников, многолетников или пикировка рассады, если уже есть такая рассада, пересадка. Также можно в это время проводить зеленые операции, если не сделали это раньше. Очень хорошо в это время черенкование провести не только комнатных цветов, но и садовых растений, и укоренить череночки. Прекрасно все получается, хотя это убывающая Луна, но в Тельце корнеобразование очень хорошо идет. Комнатные цветы, перевалка, пересадка, все, кто спрашивал, пожалуйста, в Тельце делайте. Собирайте семена цветов, выкапывайте луковицы весенних цветов. Поливайте, подкармливайте, обрабатывайте против вредителей болезней любыми препаратами. Это знак Тельца. Вот здесь можно использовать. Ну, естественно, поливы и подкормки, они взаимосвязаны. Поэтому можно и при поливе подкармливать растения тоже любыми удобрениями. Но снова, если сильно жарко, будьте добры, уменьшайте дозу минеральных удобрений. Идем дальше. 6 уже утром Луна перейдет в знак Близнецы с 4 часов 24 минут. Нельзя поливать растения. Под само растение нельзя поливать. Кстати, у нас есть видео, как можно поливать в такие критические дни. Пожалуйста, посмотрите, я сделаю сноску под видео. Итак, 6 в Близнецах, 7 в Близнецах и 8 до 16 часов 52 минут до момента перехода в знак Рак. В Близнецах, стихия воздуха, можно спокойно перед новолунием обрезать разные растения, и декоративные, красивые, и такие растения зеленые. Обрезаем, зеленые операции проводим на растениях, все нормально, очень хорошо получается. Можно высаживать рассаду цветов, но только во влажную землю, причем увлажнить нужно заранее. Это можно делать. И, естественно, обработки против вредителей и болезней. Здесь можно проводить, если это открытый грунт, можно практически любыми препаратами обрабатывать. Но вот снова же, если жара, будьте внимательны с химическими фунгицидами. Очень будьте внимательны в этот момент. Чем позже вы будете обрабатывать, тем лучше для растений. 8 вечером уже в 16:52 Луна перейдет в знак Рак. И начинается время вообще-то Гекаты уже 8. И смотрите, это время Гекаты будет 9, и 10, 11 и 12 завершается. Но давайте рассмотрим весь этот путь Гекаты. В Раке можно поливать, но нельзя проводить зеленые операции. Хотя раньше
когда, если бы был знак, допустим, земли или воздуха, в крайнем случае огня, самый слабый знак, овен, можно было бы обрезать растения, проводить зеленые операции. Нельзя. В раке это знак стихии воды, и растения очень быстро могут инфицироваться, заболеть и, естественно, потом погибнуть. Ну вот нельзя проводить операции и 10, 11 у нас до 3 часов 22 минут Луна будет в раке, ну а вот уже днем можно 11 зеленые операции проводить, 12 тоже зеленые операции, обрезку различную. И можно, кстати, во Льве и собрать семена. Если они уже созрели, можно забирать семена. Ну и обработки только биопрепаратами. Лев – огненный знак, самый огненный знак, поэтому здесь будьте внимательны, не увлекайтесь каким-то, особенно содовые растворы, настои золы. Будьте очень внимательны, это опасно сейчас, вот во Льве еще и при жаркой температуре. Затем наступает очень хороший уже период, выходим из Гекаты, из периода новолуния, растущая луна. Уже с 11 часов 31 минуты 13 июля луна войдет в знак Девы. И будет здесь и 14, но 15 у нас уже не рабочее время, потому что там будет луна без курса до 17 часов 32 минут, до момента перехода в знак Весы. И поэтому вот этот период у нас плодотворный, так называемый, будет 13 после 12 часов можно, и 14 можно все 24 часа работать. Что мы можем в Деве делать? А Дева – это знак, который покровительствует цветам. И очень хорошо получается здесь и растущая луна как раз. Нарезаем черенки различных цветов, декоративных растений и укореняем. Прекрасно получается. Высаживаем рассаду цветов. Очень хорошо. Пикируем, переваливаем. Все это цветочные растения. И, кстати, комнатные цветы, комнатные растения тоже перевалка, пересадка. Очень хорошо это дни земли, дни корня, поливы, подкормки, а также обработки против вредителей и болезней. Открытый грунт можно использовать для любые, кстати, препараты вот для этой цели. Но нельзя проводить зеленые операции в Деве. Проверяла столько раз и предупреждаю, не делайте этого. Сразу не видно, а потом растения потихонечку начинают желтеть и погибать. Будьте внимательны, Дева это не любит и не простит вам. 15 июля луна без курса у нас. С утра начинается и до момента перехода луны в знак Весы. Вот этот период нельзя поливать растения. Ни в коем случае. Подождите. И, естественно, нельзя подкармливать. Ну вот после 18 часов можно собирать созревшие семена. В Весах очень хорошо это получается. Семена хорошие получаются, и они затем хорошо хранятся. И вызревают хорошо, и всходят хорошо. Так что Весы – это цветочные семена, обязательно используйте. Можно еще, если не выкопали, выкапывать луковицы весенних цветов, прореживанием заниматься рассады. Ту рассаду, которую вы посеяли, семена двулетников, многолетников, прореживайте, пикируйте, переваливайте, пересаживайте. Ну и можно делить в это время корневища цветочных растений. Вот это у нас будет 16-го. Ну а вот 17-го, смотрите, ну нельзя поливать, я вас предупредила в Весах. Будет переход Луны из первой во вторую фазу. Лучше в этот период ничего не делать. Тем более уже растущая луна и зеленые операции. Не трогаем растения в этот день. Выходной на цветнике. А вот в Скорпионе уже, смотрите, 18-19 знак стихии воды. Это время полива, подкормки. Можно высаживать рассаду цветов. Это очень хорошо. Но нельзя проводить зеленые операции, потому что это знак стихии воды и плюс растущая луна. А также не рекомендую использовать минеральные удобрения, химические фунгициды. Не делите корневища цветочных растений и не копайте вот эти луковички весенних цветов, если они уже созрели. Оставьте, перенесите на другое время или это сделайте чуть раньше. У вас есть график, вы можете его использовать. Уже 20-21 луна будет в Стрельце, огненные знаки. Смотрите дальше, сожженный путь полнолуния. Поэтому, зная, что вот такая ситуация,
Мы ни в коем случае не используем зеленые операции в это время, не используем минеральные удобрения, и подкормки бесполезны, поливы бесполезны, химические фунгициды не используем, настои золы и растворы соды. Это очень опасно в этот период. Зато можно обрабатывать против вредителей и болезней биопрепаратами и настоями трав. Вот видите, только одно можно делать, но все равно это дело есть. Затем время сожженного пути наступает. И оно будет у нас в Козероге 22-23. Эти дни у нас будут хорошие для обработки биопрепаратами, для поливов. Подкормки в это время не рекомендуются. Даже в Козероге очень насыщенно. Июль – это вот такой месяц, самый горячий месяц, поэтому будьте внимательны. Вы можете провести небольшую подкормку, но не рекомендуется все-таки это делать. Далее Водолей уже работает Водолей с 24 июля с 3 часов 13 минут. И эта энергия Водолея у нас будет 25 и 26 до 6 часов 30 минут утра. Но сожженный путь полнолуния – это очень важное время, не трогаем растения. Плюс ко всему Водолея нельзя поливать и нельзя проводить зеленые операции, хотя если бы это было новолуние, это приветствовалось бы. В это время нельзя. Завершится уже сожженный путь полнолуния, и у нас начнется хороший период для поливов, подкормок, посадки рассады, обработки биопрепаратами 26-го после 7 часов утра уже это можно делать. Но напоминаю, что это стихия воды. В знаке рыбы убывающая луна будет 26 и 27 и утром 28. Но вот в этом знаке хорошо поливать. Еще раз напоминаю, что вот там нельзя было поливать, здесь мы используем воду, и она идет на пользу нашим растениям. Далее, что нельзя делать в рыбах? Напоминаю, зеленые операции ни в коем случае, потому что во время зеленых операций можно занести инфекцию. Очень опасно для наших любимых цветочков. Нельзя использовать минеральные удобрения, химические фунгициды. 28-го утром луна зайдет в спячку, остановится, будет спать, отдыхать луна без курса с 4 часов 15 минут до 12:58. При необходимости поливайте, потому что уже в Овне после 13 часов поливы будут бесполезны. Поэтому 28-го уже после 13 часов можно проводить, что можно? Зеленые операции, собирать семена цветов, обрабатывать против вредителей и болезней биопрепаратами и настоями трав. Это будет и 29 и 30. Ну а 30 уже вечером в 23:08 Луна перейдет в знак Телец, поливы, подкормки, ночью навряд ли кто-то будет делать. Вот это можно обработки, поливы, подкормки проводить 31-го. Но здесь переход из 3 в 4 фазу в 16 часов 18 минут, а это значит плюс-минус 12 часов, нерабочее, маленькое, такое стрессовое состояние, маленькое новолуние или полнолуние. Поэтому в это время только обработки, поливы и подкормки. Ни посевов, ни пересадок, ни перевалки, ничего не проводим. Вот такой у нас июль месяц 2021 года. И этот месяц прекрасен и богат на различные дела на цветниках. Желаем вам всего самого доброго. А мы, это Раиса Горяченко, Александр Волик, готовим для вас все наши видео. И готовим уже новые видео. А на этой теме ставим точку. Прощаемся с вами. До следующих встреч на нашем канале.